Всем привет, с вами Дэн, и у нас Сейка. Этот бренд у нас, как мне кажется, знаете, на постсоветском пространстве просто такие боготворят. Вот обожают японцев и, в частности, Сейка. Я тоже люблю Сейка. Я, конечно, иногда к ним имею некоторые претензии и вопросики, но Сейка я люблю. Значит, давайте открывать и смотреть. Сейка иногда взаимностью нам отвечает, потому что сегодня модель весьма и весьма с интересным названием. Как вы понимаете, это коктейльная их линейка, которая, одна из самых, наверное, таких вкусных, сочных, желанных. И всегда коктейльные лимитки, и не только, да, от Сейка, это что-то такое прям жизнерадостное, яркое и с крутейшим циферблатом. И вообще, в принципе, да, вот хочется какой-нибудь необычный циферблат, смотри что-нибудь у японцев. Обычно это Сейка, да, Citizen, либо какие-нибудь микробренды японские. И сегодня у нас Сейка Presage Cocktail Time, как они называют эту линейку. Black Russian она называется, с референсом вот таким вот на вашем экране. Не буду его озвучивать, и так понятно. В общем, черный русский и, соответственно, коктейльная линейка. Что такое Black Russian? Это коктейль из водки и калуа. И, собственно, коктейль черный русский содержит 50 мл водки, 20 мл этого самого кофейного ликера. Ну и разливают водку, кофейный ликер по кубикам льда, либо по колотому льду в старомодном бокале и перемешивают. И черный русский часто украшает ломтиком лимона, вишенкой люксардо мараскино на палочке. Ну, это я зачитал, в общем, официальную информацию. И черный русский, да, у нас такой вот оттенок кофейный. И где-то даже тут я бы икру бы какую-нибудь черную увидел на этом циферблате, потому что очень интересный паттерн на цифере. И, конечно, смотрится это все просто такие бомбические. Но в коктейльной линейке всегда циферблаты это нечто особенное. Здесь опять же видно, как будто бы у нас объемные стрелки. Но на самом деле здесь просто разная полировка. Здесь идет матирование плюс зеркальная полировка по граням. Слушайте, реально круто. Реально классно. Эти часы я взял практически как всегда сейчас на Джуме, да, в Creation Watches магазине. Не забываем, что там можно платить рублевыми картами, поэтому это удобно. Ссылку, если что, оставлю в описании к ролику. Здесь в комплекте у нас что еще есть? В комплекте, собственно, инструкция. Огроменная классическая вот Сейка и гарантийная карточка. Так, и, собственно, вот здесь что? Здесь инструкция. На разных языках. Что касается характеристик, то здесь Сейка, конечно, нам каких-то прям подарков не сделала. Кстати, 45 тысяч рублей без купонов они на Creation Watch стоят. И Сейка в эту сумму дает Hardlex, дает механизм 4R65, 4R35 точнее, да, он же NH35. 50 метров водозащиты, но зато сталь 316L по браслету и по корпусу. И браслет миланского плетения, кстати, мне кажется, очень хорошо сочетается с циферблатом. И давайте его более, так сказать, детально рассмотрим, насколько хорош браслет, который ставит Сейка на свои модели. Он неплох. У него хорошая полировка по граням, здесь ничего не режет, ничего не торчит. Он достаточно такой толстенький, не самый тонкий, да, и с учетом пухлого корпуса и выпуклого стекла, еще к тому же купольного Hardlex, вполне себе толщина этого браслета здесь подходит. Не скажу, что это самый лучший браслет миланского плетения, который я встречал, потому что бывало и лучше, конечно, но в своей ценовой категории это очень-очень приятный браслет. И прям смотрите, да, как вот хорошо, особенно когда освещение попадает, вот эти паттерн браслета очень подходит, да, очень хорошо сочетается с циферблатом. Циферблат, я не скажу, вот если в темноте, он, наверное, будет, конечно, темноват, но когда хорошее освещение, конечно, все это переливается, и вот это стекло купольное, оно еще немножко искажения добавляет, оно добавляет воздуха между стеклом и циферблатом, и выглядит это все прям объемно. А ведь мы же говорим, что у нас коктейль, там, да, коричневый, там, кофейного плана, со льдом, то есть это все должно вот так вот и выглядеть.
И здесь, мне кажется, дизайнеры у Seiko прям угадали. Ну и, конечно, характерно, традиционные, красивые накладные метки у Seiko, крупные, хорошо читаемые, тоже блестят, с полировкой зеркальной по граням. Все это такой, ну прям праздник для тех, кто любит, чтобы было, чтоб блестело, что называется, да, на циферблате. Это как раз вот часы для таких именно покупателей. Дата есть, дата хорошо вписана, мне даже кажется, что она на тоже коричневой подложке. Но спешить не будем, конечно, мы это посмотрим попозже. Made in Japan здесь указано, то есть часы сделаны в Японии, а для тех, кто любит это часы сделаны в Японии, это, конечно, большой-большой плюс. Так, ну здесь 50 метров водозащиты указано, сталь, да, и вот этот механизм с базовой отделкой, здесь ничего симпатичного не сделали. Честно говоря, хотелось бы увидеть какую-нибудь прикольную гравировку, тем более у нас все-таки коктейльная лимитка. Ну, сделайте что-нибудь интересное, почему нет. Зато не поскупились на быструю застежку, систему смены браслета, это плюс. Потому что, мне кажется, к этим часам, конечно, подойдет и что-нибудь интересное по ремешочку. Здесь можно много чего придумать, мне кажется. Они будут притягивать ремни. 96 грамм немного, с учетом того, что здесь браслет. Хорошо. Так, ну что касается размера, давайте посмотрим. 38 с небольшим, как раз вполне себе актуальный размер. Высота 11,7, но помним, что здесь стекло, оно занимает почти 2 миллиметра. Что касается ремешка, мне кажется, здесь будет 20. Да, здесь 20. То есть можно любые сторонние ставить. И от ушка до ушка 44,5. 44,5. Ну, ушки достаточно длинные. Мое запястье 18,5. Собственно, вот такая у нас посадка на запястье обеспечивается. Такой, как бы, с одной стороны пухлячок, но с другой стороны сразу понятно. Ну, тут задняя крышка плоская. И сразу видно, что стекло сильно-сильно такое прям выпуклое, прям надвисает над циферблатом. Ну, вот такой вот он черный русский у нас. Давайте смотреть макро. Так, значит, да, смотрите, как меняется освещение. И какой сложный здесь циферблат. Все такое рельефное, все выпуклое. И матирование идет по верхней части цифр. А на метках как раз, да, вот метки, где 1 час, где 5 часов, 7, 9 и 11, они с зеркальной полировкой. Очень интересно сделали. И стрелки тоже, видите, матирование и зеркальная полировка. И они кажутся объемными, хотя на самом деле они, конечно же, плоские. Дата все-таки черная, но с учетом того, что здесь такой черно-коричневый циферблат, в принципе, окей. Простим эту шалость Seiko. Ну, здесь особо смотреть-то не на что. Ну что, хочу сказать, что это такие, знаете, пятничные часы, когда у вас какая-нибудь коктейльная вечериночка, и вы такие приходите, а у меня Seiko Black Russian, давайте мне пару коктейлей и черный русский. Ну, прикольно, В общем, такие немножко выходные часы с одной стороны, с другой стороны, вполне себе на повседнев эти часы тоже зайдут, потому что размеры здесь и сам дизайн очень-очень такие классические и, главное, что актуальные. С учетом цены, качества, конечно, здесь и по стеклу есть вопросы, и по механизму. Но, опять же, смотря за какую сумму вы их купите. Там, на том же Джуме они будут дешевле, в ритейле у нас там в России они будут существенно дороже. Поэтому здесь выбирать вам. Но Seiko, коктейльная линейка, они, знаете ли, всегда такие очень качественные, очень душевные, очень хорошо проработан циферблат. И вот только за один этот циферблат, мне кажется, можно простить Seiko все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.